Уже вторник, я села завтракать, но завтрак у меня сегодня немножко другой. Кофе, кефир однопроцентный и немножко подушечек. Ну, потому что сейчас жарко, ну и как-то, не знаю. Я вообще порции все сократила, поэтому, ну, кашу чуть попозже съем. Сейчас делаю необходимые дела на кухне. Ну, такие. И у меня здесь просто еще до отъезда в Питер мы с другом в магазин ходили, купили сахар. Вообще, честно говоря, у меня сахар я покупала 5 килограмм осенью. Еще помню, ну, либо в конце лета, либо в начале осени, когда я сидела на лечебном голодании. Вот, ну, я просто же ничего с сахаром не пью, я в основном для выпечки и так далее. И вот как раз у меня только-только сахар закончился, и то, наверное, у меня еще в сахарнице лежит, то, что у меня в основном все шло на выпечку, и плюс там, как бы вот, наверное, столько оставалось, и как раз друг приезжал, он чай пьет с этим сахаром. Ну вот, мы пошли, купили пакет. Сразу я не пересыпала, пересыпала сейчас, но он какой-то весь мокрый, влажный, ладно. Что еще? Здесь надо разобраться с чеками. О, я хотела пойти, сейчас так, это что? Тоже где-то сумку разбирала какую-то, вот, пакеты искала, как раз надо в любом случае купить, потому что вчера в Ашане я была, я почему-то не купила пакеты, вот, ну а сейчас надо мусор выносить, разобраться с чеками надо. Потом я тут плиту помыла вчера, вот у меня каша убежала. Тут еще всякие были покупки, надо разобрать их, помыть чайник, потом помыть вот эти баночки. Они, честно говоря, просто с виду запылились, они у меня стояли, потому что, вот видите, у меня рейлинг сделал Андрей, и теперь можно снова все здесь вешать. То есть тоже сюда можно теперь все как положено повесить, вернуть на свои места. Ну, вот такая будет уборка. Ну, а сейчас я в основном по мелочи сделаю, баночки чуть-чуть попозже помою, потому что нужно, хотя, честно говоря, мне еще бы в магазин сходить. Я вот не знаю, то ли на вечер оставить, то ли пойти сейчас, буду думать. Пока я еще сделала маску для лица. Маску для лица я вот такую сделала, отбеливающую, она осветляющую, она классно пахнет вишенкой, ну и в общем-то работает, как мне кажется. Я еще не снимала ни косметическую, ну, не пустые баночки, не косметику на месяц, вот, но я уже поставила помимо вот этого масла, оно у меня еще есть, просто, честно говоря, оно довольно густое, может быть, я его даже, знаете что, оно мне нравится, оно классное, но я сейчас буду либо им мазать, знаете, коленки, локти, вот, потому что для всего тела, мне кажется, он сейчас немножко жирноватый по такой жаре. Вот, и я достала вот эту особую банную серию, потому что я приехала из Питера, сгорела основательно, и реально крем все-таки вот уже несколько раз в жизни убеждаюсь, что он работает. Но вот здесь вот надо, конечно, убраться, пылище налетело. Но я вытащу от марки «Каждый день» еще крем. То есть, наверное, пусть будет этот для локтей, коленок. Этот я сейчас вот еще, может быть, попользуюсь и уберу. Потому что, ну, в принципе, уже, может быть, еще один раз помазать, и все будет нормально с кожей. Прямо реально успокаивает, потому что мне было просто больно дотронуться там до плечей и так далее. Вот. А именно на повседневку я достану от марки «Каждый день» крем, потому что он хорошо впитывается, хорошо увлажняет кожу, но при этом даже в самую сильную жару он как бы не ощущается. Вот это попадет в пустышки, то есть надо еще тут посмотреть, что к чему. По-моему, тут вот один дезик закончился. В общем, как-то так. Ну, еще здесь надо убираться, потому что мы, когда ехали в Питер, мы в этот же день еще гуляли там на Красной площади, и поэтому, когда приехали, у нас оставалось несколько часов до выезда, поэтому мы все побросали. Нужно будет разобраться вот здесь вот. Потом, ну, во-первых, там подушку дополнительно, которую убрать, одеяло убрать, потому что это мы то, что вот здесь спали. И
белье мое разобрать, потому что мне не хотелось доставать сушилку. Я все повесила на балконе, и, соответственно, нужно вот просто брала вот так вешалку и все на нее вешала. Поэтому надо сейчас все будет убирать. Тут вот все получше убрать, чтобы дверцы все закрыто было. В общем, дела достаточно. Тут у меня, не удивляйтесь, это все для вязания. Вот здесь у меня уже все готовые работы, их нужно сфотографировать. Так что вот. Вязание, да, идет, но с магазином просто вот... Ну, я думаю, что к 1 июля уже должен быть магазин. Надеюсь, уже боюсь загадывать, но думаю, что так и будет. Надо еще полить цветы в такую-то жару. Не помню, показывала или нет, но теперь у меня есть вот такой музыкальный центр. Ну, я его думаю, что... Не знаю, буду я его использовать или нет, потому что, может быть, все-таки... И в следующий раз и отправится он в Питер, как и должен был. Ну, потому что вот у меня есть вот такая вот магнитолка. Сейчас покажу вам. Вот такая. Это Ролсон. Она маленькая, но у нее шикарное звучание даже для большого балетного зала. Ну и как бы, да, здесь карточка вставляется, флешка вставляется. В общем-то, ничего другого и не надо. И мне достаточно, тем более, что у меня есть ученицы, которые, в принципе, предпочитают заниматься без музыки. Вот. А здесь, конечно, шикарный звук, но у меня это никто не оценит. И как бы вне занятий у меня вообще дома гробовая тишина, поэтому я не слушаю ни радио, ничего. Кассеты у меня, по-моему, вообще не сохранились. Мне так кажется, что я их все выкинула. Вот. Здесь еще... Ну, как бы мне друг показал, что можно вставлять этот самый провод, в общем, со смартфоном как-то, чтобы был хороший звук. Но я, опять же, я не фанатею. Вот у него всегда либо хорошая какая-то музыка, радио работает, а я люблю тишину. То есть я вообще, да, больше по жизни, наверное, одиночка, и мне нравится, чтобы было очень тихо. Тогда мне вообще идеально. То есть у меня даже собака знает, что лучше соблюдать тишину, поэтому, не знаю, сейчас постоит, если я им ни разу не воспользуюсь, то, скорее всего, в следующий раз, когда в Питер поедем, я его туда. Там, скорее всего, он будет как бы больше к месту. Я сняла видео о косметических пустых баночках, потом про уборку в творческом уголке, про канцелярские пустышки. И вот сейчас села, ну, это типа второй завтрак, но вообще сейчас 4 часа дня. И потом, наверное, пойду в магазин. Гуляю. Ну, уже иду по направлению к дому. Ну, это тут дорожки поливали, дождя-то не было. Сегодня попрохладнее, чем вчера, это радует, но вообще, конечно, я уже не хочу лета. Пришла домой. Тут у меня вода, салат. Ну, там морковка, китайская капуста и огурец. Отварная картошка, но я ее ни маслом, ничем не поливаю. И немножко холодца. Неожиданно для себя сходила в магазин «Перекресток», потому что я не очень-то люблю этот магазин, но я сегодня в приложении «Едодил» искала, где мне купить шампиньоны, потому что я их купила, заморозила, и, в общем-то, на всю зиму мне хватило для всяких супов-пюре. Ну, в общем, закончились, а сейчас потребовалось. Ну и, по-моему, надо посмотреть по чеку, 89 они, что ли, были. Ну, как-то так. 400 грамм. Вот. Поэтому тоже порежу, заморожу, ну и еще суп сварю. Так что вот, заодно посмотрела, купила себе яблоко. Это написано Фуджи. За килограмм 83,99. Ну, я взяла себе одно. Мне так проще, потому что иногда возьмешь много, попадаются невкусные, я лучше там завтра, допустим, схожу. Так, и посмотрела, что стебель сельдерея, так,
В общем, 45 рублей. Это очень дешево. И что порадовало, здесь даже калорийность указана. 16 калорий на 100 грамм. Просто вообще кайф. А сколько здесь грамм? Так. Я не вижу, сколько тут грамм. Я, видимо, так хорошо смотрела, что не нашла, но взвесила. 451 грамм показывают мои весы. Вот. Короче, я рада покупкам. А я не помню, показывала или нет, в Ашане взяла по 20 рублей за килограмм капусту. Возвращаемся с подружкой из магазина. Вот такой у нас вид. Шампиньоны я уже порезала. Часть, ну там 100 грамм я уже положила в кастрюльку. Буду суп-пюре делать. А здесь, ну, остальные 300 грамм порезала, заморожу. Ну и, значит, на 3, а то и на 4 раза мне хватит сделать суп-пюре. Ну, я потом еще, когда попаду на какую-нибудь акцию, ну, в принципе, они и так недорого стоят, но наверняка будут акции, тогда я возьму еще пару упаковок и тоже заморожу. Запустила стирку, помыла полы, сейчас еще... Это у меня блендер-суповарка, я уже сварила суп, перелила в кастрюльку, ну а блендер вот помою. Ну, вот эту, в смысле, сам кувшин. Суп вот так выглядит. Сейчас буду здесь все мыть. Помыла чайник, поставила суп для собаки овощной. Ну, бульон как бы. И сейчас буду варить мыло на подарок. Мыло готово. И теперь нужно купить пищевую пленку. Она у меня закончилась, оказывается. Так что сейчас пойду в магазин, чтобы потом вот нужно пленку и все это упаковать. Такой вот миттельшнауцер получился. Вот. Кофе, банан. И еще я сделала мыло в виде сердечка с бабочками. Французский хлеб готов. Пахнет просто шикарно.